Всех приветствую, друзья! Я продолжаю рассуждать на тему приоритета очередности прокачки VIP, Т5 и снаряжения. И данный видеоролик является продолжением прошлого видео, поэтому обязательно посмотрите прошлый видеоролик, ссылка на него будет в описании. Увидел ваш актив под видео, вам большое спасибо за обратную связь, и как уже было сказано в описании, исходя из ваших комментариев и вашего актива, будет создано продолжение. Давайте немного вспомним то, что было сказано в прошлом видео, где я расставил следующую очередность прокачки, а именно снаряжение я поставил на первое место, Т5 на второе и VIP на последнее третье. И многие согласились с тем, что снаряжение действительно является приоритетом для прокачки, так как снаряжение это то главное, что помогает нам делать хорошие отчеты в поле. И самое интересное это то, что не все были согласны со следующей расстановкой приоритетов, а именно Т5 важнее, чем VIP. Этот вопрос я и буду разбирать в этом видео, важнее ли Т5, чем VIP, и возможно ли вообще играть на Т5 без VIP 15. И перед тем, как начать разбор, хочу напомнить сценарий, от которого мы будем отталкиваться, а именно вы фри-то-плей игрок, который находится в королевстве Б-сида, а это значит, что полностью полагаться на донат Альянса не приходится и абсолютно все вы качаете своими силами. Также к нашему сценарию добавляется цель. В прошлом видео у меня цель отсутствовала, но это никак не повлияет на общий смысл темы и смысл прошлого видео, а в этом видео это поможет нам лучше раскрыть вопрос данного видео. Цель у нас одна, и для многих она будет одинакова, то ради чего мы вообще играем в Rise of Kingdoms и участвуем на КВК, а именно набить хорошее количество КП, попасть в более донатное королевство, где ваш VIP будет качаться уже более активнее. Интересным введением в моем видео будет то, что я хочу отметить тот факт, что я не являюсь первооткрывателем в этом вопросе, и до меня была создана куча контента по этой теме, и я хочу отметить авторов, которые создали контент на эту тему, и привести в пример игру некоторых из них. Первый, кого я хочу отметить, это автор канала «Это не игрушки», игрок старой школы, и как мы знаем, раньше для фри-то-плей игроков все было немножечко сложнее. И вроде бы тогда точно нужно было в первую очередь открывать VIP 15 и потом уже Т5. Но вот что об этом думает автор канала. А вот что делать после VIP 14, об этом я и хочу поговорить и поделиться с вами своей точкой зрения. VIP 15 и VIP 16 имеют множество различных бонусов для усиления нашего аккаунта, но я бы их назвал скорее просто приятным дополнением, нежели каким-то кардинальным изменением, потому что если обратить внимание, что они дают, то они дают на самом деле не так уж всего и много. Кажется, вроде бы это все такие вещи прям интересные, классные, полезные, но, ребят, вот подумайте, вот, например, объясню, как я смотрю на эту точку зрения. Вот я играю в игру 600 уже дней, да, то есть чуть меньше 2 лет. И я целых уже 2 года играю без этих бонусов, понимаете? И не чувствую никаких проблем. Да, вот будет у меня потребление ресурса исцеления минус 10. Это будет просто приятное дополнение к аккаунту. Вот. Но это кардинально не поменяет мой аккаунт. Это кардинально не изменит какие-то боевые действия. Это не улучшит мои отчеты, понимаете? И поэтому я не стремлюсь прокачивать себе VIP 15 и VIP 16. То есть VIP 15 у меня взялся вообще на автомате, а VIP 16 я вообще практически не качаю. Я даже на блестяшках перестал тратить самоцветы. В чем прикол моей вообще идеи и моей вот этой рекомендации не прокачивать VIP уровень? Смотрите, когда мы копим свои самоцветы, то что происходит, когда мы их тратим на VIP уровень? Ничего не происходит. Об этом я тоже делал видосы, когда, например, вот мне говорили, что ты там не качаешь VIP уровень, почему ты там тратишь их на что-то другое, потому что, смотрите, когда мы тратим наши самоцветы на прокачку VIP уровня, мы вкинули 50 тысяч самоцветов, купили 50 тысяч VIP уровня, прокачали 50 тысяч VIP уровня и ничего за это не получили. То есть наш аккаунт абсолютно ничего не получил, понимаете? Мы тратим огромное количество самоцветов, а по факту ничего вообще аккаунт, он не бустится, он не прокачивается быстрее, с ним ничего не происходит. Мы не набираем дополнительную мощь, абсолютно ничего не произошло. То есть мы взяли, потратили свои самоцветы и забыли. То есть VIP уровень это такой длительный марафон, который становится
полезен, и видна его польза становится только лишь со временем игры. Но нам-то, вот наша основная задача не сделать какую-то пользу там через 2 года. Наша основная задача это вот получить от игры максимум пользы сейчас, потому что, ну, неизвестно, что там будет через год, через 2. Вот смотрите, с 10-м VIP уровнем мы получаем всего лишь одну скульптуру. Где у нас 10-й VIP уровень? И тут, конечно, можно сделать акцент на время, когда был записан данный контент, но, как по мне, он не утратил своей актуальности, ведь это говорит топовый игрок, free-to-play, который прошел весь этот путь игры от первого КВК до сезона завоеваний. И по его игре можно сказать, что отсутствие 15-го випа никак не помешало ему быть очень сильным игроком и делать хорошие результаты на КВК в период не менее 15-го випа. Хочу подчеркнуть одно высказывание автора, а именно, что качая VIP мы ничего не получаем, точнее не получаем в моменте вливания гемов в VIP. И лишь на протяжении долгого времени мы, вкладывая в VIP, и уже когда получив его, мы начинаем получать бонусы. Но в моменте, когда мы вкладываем гемы в VIP, мы не получаем абсолютно ничего. Напомню, что цель нашей игры это как можно лучше выступить на КВК, а вливая самоцветы в VIP мы не становимся сильнее, мы не получаем никаких бонусов. А с помощью Т5 мы способны делать намного лучше отчеты, что позволит сделать отличный результат на КВК и, соответственно, улететь в более донатное королевство. Следующий автор, которого я хочу отметить, это автор канала Культ Минамото и его видео о разнице силы Т4 и Т5 юнитов. Я играл пятеркой в этот раз, такой продолжительный интервал, 4 отряда Т4 и 1 Т5, узнал, какой в действительности получается прирост по набору киллов, если мы играем Т5 отрядами. Более того, посмотрел по отчетам и сравнил там, где меня разбирали, насколько больше получал тяжи, если играл Т4 юнитом. Множители эти приблизительные, но они близки к правде. Где-то на 30% мы получаем больше тяжи, играя Т4, когда нас отпинали, и где-то на 30% больше киллов мы набираем Т5 отрядом, если мы, в принципе, воюем в поле вот в той же самой среде. 30% больше киллов получаем, на 30% меньше получаем тяжей. На основании этой информации и с помощью сайта Rock Calculator, который сейчас выведу на экран, получилось сделать расчетик и более или менее достоверно прикинуть, насколько в какой ситуации есть смысл использовать Т5 юнит и чем за это придется платить в плане ресурсов, сколько получится сэкономить ускорений и в действительности 77. И получаем в 2,5 раза больше расход по ресурсам. Примерно такое можно зафиксировать в голове. То есть реально, если у вас нет скидки академки, да, вы сэкономите ускоры. Да, где-то процентов, наверное, 20. Разница реальной в чистой экономии. Тоже можно посчитать, ну, примерно 20%. Давайте точно посчитаем, чтобы... Ну, в 2,5 раза резов больше тратим. А на сколько мы тратим больше ускоров? Играем на Т4. 578 дней. Поделим также на 456. Ну вот же я говорил 26%. Плюс-минус на 25-30% тратим меньше ускорений, используя Т5 юнита, но при этом тратим в 2,5 раза больше ресурсов. Такой неутешительный показатель для тех, кто считает свои ресики и ими тоже ограничен. Если вы ими не ограничены, видно, что по ускорам выгоднее получается, Т5 юнит вам и время сэкономит, и ускорчики сэкономят, максимальный потенциал аккаунта вырастет. То есть те же самые ускоры, которые вы получили там с сундуков альянса, с мародеров, чего угодно, они дадут больше результат. И получается, что играя на Т5 мы быстрее набиваем КП и ускорений тратим меньше, но при этом, конечно, ресурсов уходит в разы больше, и этот факт мы должны учитывать. На Т4 мы тяжей набиваем меньше, то есть скорость набития КП уменьшается, и ускорений тратим чуть больше, но при этом ресурсов уходит намного меньше. Следующий автор, которого я хочу отметить, это автор канала Warlock, его видео о 5 главных ошибок новичка в Rise of Kingdoms. Видео это было записано на основе совсем другого сценария развития аккаунта, но в видео присутствуют высказывания, которые можно применить и в этом видео в нашей ситуации. На основной аккаунт на прокачку города. Топ-3 ошибка новичка — это неправильная трата самоцветов. Ребят, запомните, в будущем, чтобы быть сильным аккаунтом и конкурировать с очень сильными игроками, нам понадобится снаряжение. И если вы со старта игры будете неправильно вкладывать свои самоцветы, то вы будете слабые просто в какой-то момент игры. Итак, допустим, если бы я вернулся на 2 года назад, как бы я поступил? Ну, во-первых, добывал бы я ресурсы с ферм, а на основном аккаунте я бы копал гемы. Я бы постарался попасть в какой-то прыжок, чтобы была гарантия того, что я буду в топ-1 альянсе. И в течение сезона подготовки, вплоть до КВК-14,
VIP4 я бы вообще не тратил гемы ни в VIP и ни в головы. Вопрос, почему, а как же нам играть без VIP14? Как нам играть в эту игру без VIP15? Ребят, все достаточно просто. Я бы просто собирал самоцветы и ждал бы момента, когда придет сокровище Святого Рыцаря. Иначе же в простонародье яйцо. Потому что скажу по опыту, если вы активный игрок, то для сезона завоеваний вам хватит вполне 2 маршей. Чтобы прокачать 2 марша, на это вам даже VIP14 не надо. И уж тем более, ребят, VIP15 на 2 марша вообще бесполезен. Возможно, многие будут говорить, как же нам воевать без VIP15, без скидки на ускорение, как же нам собирать головы без VIP14. Опять же, ответ простой. Большинство командиров из зоны завоеваний в прокачке 3 пятерки 1 выполняют 80% своего функционала, а это всего лишь чуть больше 300 голов. Также вы никогда не потратите много ускорений, используя 2 марша. Скажем так, VIP15 не нужен, пока вы не будете делать более 30 миллионов убийств. На 30 миллионов убийств VIP15 вам не сильно поможет. Вы самоцветы вложите вместо VIP в сокровище Святого Рыцаря. А в этом ивенте выпадают универсальные ускорения. И вместо того, чтобы вкладывать 500 тысяч гемов в VIP, вы можете вложить это в яйцо и получить оттуда универсальные ускорения. Также это будет ускоренное открытие тир-5 юнита. А чем быстрее вы улучшите свою академию, тем больше шансов у вас попасть в топовый альянс КВК 2 и 3. А топовый альянс в КВК 2 и 3, ребят, вам даст очень много очков VIP и также ускорений. Отдельно также хочу отметить одного из топовых РУ игроков, стримера по игре Rise of Kingdoms, автор канала Одинок и его видео, которое он снял на 750-й день игры. На тот момент Одинок не имел 15-го випа, но был к нему достаточно близок, но так или иначе до этого момента я уверен, что он без серьезных трат и трудностей играл КВК и без 15-го випа. Марочку, что нахожусь я сейчас на КВК, героический гейм. Осталось нам наиграть буквально 11 дней с копеечком, поэтому учтите этот момент. О самом КВК, конечно, уже хотелось, наверное, снять какое-то отдельное видео, даже, возможно, не одно. Получилось оно у нас достаточно интересным, особенно по боевым действиям. Планировал я сделать какую-то нарезочку, там боев, там в 5-й зоне, на перемычках, возможно, королевство. Мы прослушали мнение и посмотрели пример игры топ игроков, и в итоге выходит, что VIP это не то, зачем стоит гнаться игроку. Да, VIP это то, что действительно важно в будущей игре, когда мы будем играть 5 маршами, но его важность все же не превышает той цели, которую мы преследуем, играя на КВК. Ведь самое главное это то, какие отчеты вы получаете в бою, ведь от этого зависит не только ваш результат КВК, но и самое главное это ваша мотивация играть дальше. И чтобы зря не сотрясать воздух и на деле опровергнуть, либо же подтвердить свою идею, я проведу эксперимент непосредственно во время самой войны. Эксперимент будет состоять в следующем. Мы разберем 2 сценария игры. Первый сценарий это игра на Т4 с 15 випом, и второй это игра на Т5 без 15 випа. И отвоевав в этих условиях, посмотрим разницу между игрой в одной и в другой ситуации. Опять же напоминаю, что мы преследуем цель хорошо отыграть КВК и сделать лучший результат. Итак, давайте же начнем наш эксперимент. Начнем по первому сценарию играть. Это значит я фри-то-плей игрок с 15 випом и играю я на Т4 войсках. А что можно отметить по 15 випу, что он не имеет сильных боевых бонусов, которые могли бы повлиять на поле и на результат. Единственный бонус, который имеет 15 вип из боевого, это бонус к скорости на марше 5%, но я играю за кавалерию, я прокачал достаточно хорошо академию, поэтому это не критично будет отсутствие данного, не расчет данного бонуса. Единственное, что нас интересует, это, конечно же, лечение 50%. И выводим, значит, свой основной марш, который будет главным в этом эксперименте, а именно Артур и экспертный Ахиллес. Это я подмечаю, потому что это даст более точный результат. Потому что если бы Ахиллес был не экспертным, то, конечно же, это повлияло бы на результат боя. Потому что экспертиза у Ахиллеса достаточно хорошая. Значит, снаряжение легендарное, все как полагается. Т4 войска, 2 экспертных командиров, это все вот на месте. И также вывожу свой второй марш, это Хо Жанка уже на Т5, точнее смешано 40 тысяч Т4 и остальные все это Т5, 360 тысяч Т5. Эту
Механику я подсмотрел у автора канала «Это не игрушки», где он рассказывал как раз-таки о такой механике, как подушка безопасности. Вкратце, если рассказывать, то при сражении, когда у вас летят навыки, то по большей части у вас в больницу тяжело ранеными уходит именно Т4, то есть самый слабый юнит. И остается у вас Т5. И как раз таки я добавил именно 40 на 360, потому что первые несколько минут боев как раз таки и 40 тысяч уходят в больницу, и остаются только Т5. И получается, что марш остается с Т5 войсками. И получается так, что первые минуты боя можно отыграть хорошо, в больницу уходит только Т4, и дальше уже как пойдет. Поэтому 40 на 360. И наш эксперимент будет проходить, как вы заметили, на открытии 7 проходов. Более подробную информацию, то как прошли 7 проходы и первые бои мои, они прошли очень круто, я буду рассказывать уже, скорее всего, в отдельном видео, но отрывки боев и отчетов вы сможете увидеть в этом видео. А отчеты, я вам скажу, были просто шикарные. И давайте же посмотрим небольшой фрагмент боя, как я вел сражение, и уже в конце добавлю свой комментарий. Ну вот и прошли бои, и в принципе могу сказать, что бой прошел достаточно хорошо, я старался играть аккуратно, да, попадал под фокус, но это даже, можно сказать, и хорошо, потому что это делало более реалистичным саму ситуацию, потому что процент и шанс того, что вы попадете под фокус, как бы вы не старались и хорошо не играли бы, в моменте, когда враг отступает, и вроде бы и отступает, а потом делает контратаку, так или иначе вы выходите на передний план, и у вас выходит так, что вас фокусят. Поэтому шанс того, что вы попадете под фокус даже при аккуратной игре, он становится меньше, но, как говорится, не равен нулю. Поэтому под фокус я попадал, но не так сильно. И у нас вышел следующий отчет. И вот он, этот отчет. Значит, у нас идет 139 на 131. Отчет у нас 1 к 1. Играл я на Т4. И чтобы вы в этом убедились, вот Т4, 406 тысяч. И, в принципе, давайте посмотрим. Вот, победа, победа, победа. И в конце уже, да, где тут меня заловили. Что я получил достаточно сильный отчет такой. 100 тяжей много. Ну вот, здесь 29 на 1000 уже меня поколотили. Цинь, да, в основном цини, джигуляны. Вот эти ребята мне и сделали такой вот отчет. Но, в принципе, на протяжении всего боя удавалось размениваться достаточно хорошо. 3 на 8. И что? Так, здесь небольшой отчет. Здесь тоже. Но вот весь такой вот отчет, он состоит из мелких стычек. Достаточно мало больших отчетов. 13 на 22. 15 на 7. 1000 на 500. Так, тут неинтересно, здесь нет. 7 на 5. 8 на 12. Ну и дальше очень и очень много. В принципе, отчет достаточно неплох, учитывая, что я играю на Т4, играл. И давайте запомним, сколько я получил тяжело раненых. 139. Переходим в наш рок-калькулятор.
Вот он. И на тот момент у меня был бонус скорости лечения 135%. Это надо учитывать. Именно то, что я лечился под баф королевства, под руной. И все это дело мне давало 135% бонусов. Помощь союзников 30 и Т4. Значит, 139 тысяч. 139, а набил я 131. То есть это мы с вами запоминаем и идем к следующему бою, к следующему сценарию, а именно война и сражение на Т5, но без 15-го випа. И второй сценарий — это игра на Т5, но уже без 15-го випа. Вот как оно у меня есть с 13-м випом. Что мне дает 13-й вип? 13-й вип мне дает, здоровье войск плюс 5. И, в принципе, это все, что и дает 13-й вип из боевых бонусов. И что выходит? Давайте посмотрим небольшой фрагмент, как я сражался на Т5. И в конце я дам свой комментарий. I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Full speed ahead, fly from the end. So I'm full speed ahead. В связках я ничего не менял. Также основная связка — это Артур с Ахиллесом. Полностью я вкинул туда Т5 без смешивания с Т4 под чисто Т5 отряд. Вывел второй отряд, чтобы тоже он был уже там наполовину Т4, Т5, но это не важно. И, в принципе, сам бой прошел достаточно хорошо, и я сделал следующий отчет. И вот он, этот отчет. 90 на 176 я смог сделать. И для того, чтобы вы убедились, что это действительно тот самый отчет, вот видим 406 полностью Т5 войск. И, в принципе, как бой сам шел, в принципе, бой шел достаточно хорошо. Видим, что 1000 на 14. Здесь тоже достаточно хороший отчет. Здесь тоже маленький, но они по большей части даже, больше, чем, конечно, то, что делал мой Т4 отряд. Здесь 3 на 13. Здесь окей. Здесь 1000 на 12. Здесь 3 на 20. Это мы видим, да? Ой, как хорошо здесь прям залетело. Ну, каково я здесь прям... Так, Т5 на 2000. Здесь 2000. Артур и Гамгамчан. По усилениям что? У меня больше атаки. Видим, все экспертные командиры. Защита меньше, здоровье меньше, но, понятное дело, Гамгамчан дает много стат на здоровье. Дальше что? Цинь Ахиллес, кстати, очень сильный марш. Прям очень сильный марш. Именно в формате трое, где вы можете переквалифицировать своего Ахиллеса и поставить его под любого командира. В принципе, Цинь с Ахиллесом делает просто страшные вещи. В принципе, кого еще здесь хорошо подловил, но давайте не будем останавливаться. Здесь тоже 6 на 7. Здесь так, интересно. Здесь вот 1000 на 20. В принципе, вот весь этот отчет состоит из вот таких вот хороших боев. 90 на 176. Это мы с вами запоминаем. Сделал я 90 тысяч, получил тяжей. Переходим сюда. Значит, здесь, ребята, я забыл еще кое-что упомянуть. Здесь у нас не 135%, а здесь у нас небольшая такая моя ошибочка, но я ее исправляю. 185. Мы же, получается, первый сценарий играем с 15-м випом, поэтому 50% мы прибавляем. Но это все еще так, знаете, условно. Я видел одно видео, где автор канала разбирал все эти проценты. Там, конечно, не все 50% вам дается нечистый, но ладно, так уж и быть, так и посчитаем. 185%. А здесь мы как раз-таки оставляем 135% и 30 ручек. И 90 тысяч тяжей. Это мы с вами запоминаем, это мы с вами все сохраняем.
И давайте же разбираться, что же лучше, игра на Т5 или же на Т4. И вот он сайт, прекрасный сайт Rock Calculator, и видим давайте пройдемся по первому сценарию, а именно, где я играл на Т4 с 15 випом. Получается у нас бонус скорости лечения 185%, это с учетом того, сколько бонусов я получал на самом КВК, это и баф королевства, и 15 руна, все это давало мне скорость лечения 135% и 50% от VIP 15 мы прибавляем и получаем 185%. Помощь союзников 30. И вспоминая прошлый отчет, я сделал 139 на 131. В принципе, отчет хороший, играя с учетом того, что я играл на Т4, играл хорошо. И у нас получается следующий результат, что 139 тысяч ушло в больницу. Это у меня, получается, отнимет 1 день лечения и 6 часов. И по ресурсам 16 миллионов пищи, 0 дерева, 12 миллионов камня и 1 миллион золота. Это мы с вами запоминаем, но также запоминаем самое главное. Сколько я сделал тяжи. А я сделал 139 на 131. Это мы с вами запоминаем. И идем дальше ко второму сценарию. И по второму сценарию я играл на Т5, но без 15 випа. У нас идут следующие бонусы. Это скорость лечения 135% и помощь союзников 30 ручек. Возвращаясь к прошлому отчету, который я сделал на Т5, 90 на 176 и 90 тысяч тяжей я получил. Это у меня выходит 1 день лечения, 28 миллионов пищи, 0 дерева, 21 миллион камня и 14 миллионов золота. И теперь давайте же сопоставим это с тем, что я сделал на Т4. И сравнивая результаты игры на Т4 и на Т5, мы видим следующий результат, что на Т4, на лечение Т4 у нас уходит 1 день ускорения. На лечение Т5 у нас уходит все так же 1 день ускорений. Разница лишь в трате ресурсов. Но это ведь не самое главное. Самое главное именно какой отчет мы сделали. И давайте же вернемся к отчетам. Вот они, два отчета вместе стоят. Отчет Т4 идет у нас 1 к 1. И в принципе по общей своей сути, то что Т4 юнит слабее Т5 и Т4 юнит игра на Т4, мы делаем отчет 1 к 1, размениваемся 1 к 1 против Т5. В принципе это хорошо. Но потенциал вашего аккаунта, конечно же, возрастет в разы лучше, и вы в большей степени сможете делать хорошие отчеты, именно игра на Т5, потому что вот таких вот отчетов 1. Но здесь что у нас? 1 к 3, 1 к 2,5 вы сделать на Т4, ну не то чтобы не сможете, но это будет сделать достаточно трудно. И самое главное, что стоит отметить, это скорость получения КП. Игра на Т4, вы за достаточно продолжительное время колупанием осторожной игры все равно получаете следующий результат. Конечно, я не говорю, что он будет такой у всех, но в моем эксперименте я сделал следующее. Это 131 тысяча тяжей. В случае игры на Т5 я за более короткое время сделал 176 тысяч тяжей. И даже так у нас идет более лучший размен игра на Т5, и количество тяжей мне принесло больше именно игра на Т5. И в сравнении с результатом игры на Т4 у нас идет в 45 тысяч разрыв. То есть игра на Т5 принесло мне больше тяжей, чем игра на Т4. Конечно, стоит учитывать главный фактор, от которого стоит отталкиваться во время выбора игры на Т4 и на Т5, это ваша способность обеспечить себя ресурсами. И если вы имеете 3-4 фермы или у вас по какой-то причине нет ферм, то, конечно, лучше будет играть на Т4, которые тратят в разы меньше ресурсов. И это вам даст спокойно и хорошо отыграть все КВК, ведь ресурс это один из важнейших факторов вашей игры. Но данный фактор я не стал ярко освещать в видео, ведь в априори, если вы играете как фри-то-плей и вы дошли до 4 сезона и планируете играть дальше, то вы 100% делаете себе больше 4
новых ферм. Также немаловажным фактором является время, которое вы можете уделить войне. Если вы уделяете сражениям лишь один расшир, это 4 часа, то, конечно, лучше будет играть на Т5, так как больше ресурсов вы просто не потратите. И лучше уже за короткое время сделать максимум возможного, отыграв на Т5, сделать хороший результат и улететь в другое, более донатное королевство, где уже ваш VIP будет качаться намного быстрее. И на этом данный видеоролик подходит к своему логическому концу, и разбор вопроса очередности прокачки также подходит к концу. Еще раз всем спасибо, кто проявляет активность под видео, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного из жизни фри-то-плей игрока, его рассуждения и его игровой путь. И в конце хочу сказать, что все в мире относительно. Yeah.